Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам предложить рецепт замечательной мясной закуски сальтисон или зельц ассорти с мясом, с курицей, с языком. Это невероятно вкусно и очень красиво. Рецепт очень простой и доступный. Прекрасная альтернатива колбасе. И вы точно знаете, из какого мяса приготовлена эта замечательная закуска. Что здесь нет ни консервантов, ни каких-либо вредных добавок. Мне нравится именно вариант ассорти, когда видно вот разные кусочки мяса в разрезе. Кстати, мне даже больше нравится приготовленный именно в таких маленьких бутылках. Мне кажется, он более аккуратно смотрится, чем вот такой большой. Хотя такой большой приятно положить на хлебушек и съесть. В общем, смотрите, смотря для какой цели вы готовите сальтисон. Если это будет красивая мясная нарезка для праздничного стола, я все-таки рекомендую приготовить в небольших бутылках. Мне кажется, на праздничном столе она будет смотреться просто великолепно. И все это просто и доступно. Закуска вот так хорошо держит форму. Здесь внутри вот сразу видно и язык, и куриное филе. Для рецепта я буду использовать свиную рульку, свиную ножку. Все это я предварительно замочила и почистила. Также у меня здесь свиной язык. Обязательно надо все хорошо замочить, где-то часа на полтора, и хорошо почистить. Что мне нравится, вот во Вьетнаме продаются свиные рульки, ножки. Как видите, кожа на них не опаливается. Здесь все это делают обработку немножко по-другому. И получается кожа такая вот белая и чистая, ее обваривают кипятком. И так как у меня сальтисон ассорти, также буду использовать куриное филе. Перекладываю мясо в большую кастрюлю. Ставлю кастрюлю на плиту и заливаю мясо чистой водой. Доведу все до кипения, и эту первую воду я солью. Посмотрите, сколько здесь всякой такой пены поднялось наверх. Сейчас воду сливаю, мясо промываю и заливаю снова чистой водой. Добавляю в кастрюлю луковицу, лавровый лист, у меня 3 небольших, душистый перец, штучек 5-6, белый перец и черный перец, а также кориандр. Доведу все до кипения и на небольшом огне буду варить до полной готовности мяса, чтобы мясо легко отходило от косточки. Для свиной рульки понадобится примерно часа 4. Куриную грудку я достану примерно минут через 20 после того, как вода закипит. И язык я буду варить часа полтора, не больше, благодаря тому, что я первую воду сливала. Посмотрите, бульон получается очень чистый, сверху фактически не образовывается пена. Если пена будет образовываться, конечно, ее надо снять. Можно это сделать ситечком, это очень удобно. Куриное филе уже готово, достаю его из кастрюли. Не надо его переваривать. Язык тоже уже сварился. Я его достаю, только его я достаю не на тарелку, а переложу в миску с холодной водой. Это нужно для того, чтобы легко его было очистить. Язык у меня варился чуть больше часа. Мясо полностью сварилось. Посмотрите, бульон достаточно сильно уварился. Мясо совсем мягкое. Оно будет очень легко сниматься с кости. Язык я уже очистила. И потом я его прокипятила в горячем бульоне. Достану луковицу, которая здесь разварилась в бульоне. И достаю мясо на тарелку. И достаю также ножку. Оставляю мясо остыть до теплого, чтобы легко было его отделить от костей. Порежу куриную грудку. Режу достаточно крупными кусками. Так мясо будет смотреться красиво в разрезе. Крупно порежу язык. Вот здесь мясо у меня просто так отделяется от языка. Я его просто разбираю на крупные куски. И немного порежу язык. Тоже все крупно. Вообще вся нарезка мяса будет крупная. Рулька также уже немного остыла, но она еще чуть горячая. Отделяю косточки. Посмотрите, как они легко отделяются. И перекладываю кусочки мяса вот такими крупными кусками в миску. Обязательно надо все подготавливать, пока все еще такое достаточно теплое.
Тогда оно будет легче застывать, схватываться между собой. Обязательно смотрим, чтобы нигде не попались косточки. И обратите внимание, хотела вам показать, что рульки во Вьетнаме, они не такие жирные, как у нас. То есть нету такой огромной прослойки жира. Мне это очень нравится, потому что если бы была большая такая прослойка жира, я бы ее срезала. Вот бульон, который у меня остался. Посмотрите, он настолько вот насыщенный, что сверху сразу такая образовывается пленочка. Он именно такой желирующий бульон получился. Я даже когда мясо перебирала, пальцы прямо слипаются. Именно вот такой должен быть бульон. Если такого бульона у вас не получилось, тогда лучше всего добавить немного желатина, так как мы будем часть бульона добавлять к мясу. Я сразу через сито отолью несколько половников бульона, чтобы потом добавить их к мясу. Обязательно мясо надо попробовать на вкус и бульон. Если не хватает соли, можно добавить немного соли. У меня бульон хорошо уварился, и он сейчас по вкусу такой чуть больше соленый, чем надо. То есть это как раз хорошо для колбасы. Как я уже сказала, если он не такой липкий получился, как надо, добавьте немного желатина, буквально 1 чайную ложку. В сальтисон я буду добавлять довольно много чеснока. У меня таких 6 крупных зубчика чеснока. Конечно, добавляйте чеснок по желанию и по вкусу, сколько вы хотите. Чеснок натираю на мелкой терке. Здесь у меня зерна горчицы, сухие, примерно 1 чайная ложка. Все это также по вкусу. Добавлю белый перец. И мне очень нравится сальтисон с ароматом мускатного ореха. Натру немного на мелкой терке, буквально четверть чайной ложки. Добавляю бульон, пока 2 половника. И хорошо все перемешиваю. Как здорово пахнет! Добавлю еще немного бульона. Я заранее подготовила вот такую 1,5-литровую бутылку, обрезала часть там, где идет горлышко, сужение. И теперь сюда набью мясо с бульоном. У меня получится сальтисон в бутылке. Заполняю бутылку, периодически хорошо утрамбовываю. И подготовила вот такую еще небольшую бутылку, 500-миллилитровую. Вот так заполнены бутылки. И сейчас здесь у меня еще осталось в миске немного бульона. Я просто сверху добавлю. Бульон у меня прям вот такой клейкий. Я сюда желатин не добавляю. Он у меня получился таким клейким, потому что я использовала свиную ножку. Сверху бутылки хорошо закрываю пищевой пленкой. И теперь все это я отправляю в холодильник до полного застывания. Лучше всего оставить на ночь. У меня все очень хорошо застыло в холодильнике. И сейчас закуску достану из бутылок. Посмотрите, все очень хорошо, плотненько застыло. Сразу хочу взвесить и показать, сколько у меня получилось сальтисона из этих продуктов. 1 килограмм 300 граммов. Закуска вот так хорошо держит форму. Здесь внутри вот сразу видно и язык, и куриное филе. Итак, будем пробовать. Посмотрите, как здорово выглядит. Красота. Это невероятно вкусно. Здесь чувствуются именно такие кусочки мяса. И курица, и язык, специи, горчица, чеснок. Это просто невероятное вкусовое сочетание. Друзья, для всех любителей такой мясной закуски это просто настоящий праздник. Я лично люблю этот сальтисон с кусочком хлеба и с горячим сладким чаем. Как же это вкусно! Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!